Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. 43-й день войны. Украина сражается. Город Буча сейчас на устах и в СМИ всего мира. Следственные действия продолжаются. Сейчас самое главное не упустить ни одного эпизода во всем произошедшем для полной картины, для будущего трибунала. На основном фронте идут ожесточенные бои. Особенно тяжело сейчас на востоке Украины. Сражается Изюм, сражается Мариуполь. Идет процесс освобождения Херсонской области. Продолжаются артиллерийские и ракетные удары по городу Харькову. На втором фронте наконец-то лед тронулся. Уже не просто треснул, а тронулся. Снят с должности и прекращен контракт с Сергеем Андреевичем Бычковым. Идет активная работа по назначению руководителей на каждом направлении. Вчера назначен новый руководитель авиакомпании Вадим Будзинский. У него много задач. Одна из них — это восстановление имиджа компании, восстановление связи с НАМСа через нашу дочернюю компанию Антонов Лоджистик Салис, определение руководителей и работа с этими руководителями на каждом направлении в авиакомпании. Это и коммерческая служба, оперативная, авиационно-техническая, летная служба, работа с аэропортом Гостомель. В каждом этом подразделении необходимо наладить работу с учетом того огромного ущерба, который нанесли рашисты головному офису в Гостомеле. Необходимо, например, оптимизировать количество людей, находящихся в Лейпциге, с учетом всех требований, так, чтобы при улучшении обстановки в Украине, в Киеве, в Киевской области можно было желающих отпустить для восстановления инфраструктуры аэропорта Гостомель, офиса Гостомельского и налаживания домашнего быта. До сих пор офис в Лейпциге управляется представителями Старой Гвардии. Я могу реально сказать, что это может привести к реальным финансовым потерям государственного предприятия Антонов. Чтобы мы опять не вернулись к ситуации 2017-2018 года, когда происходил аналогичный захват предприятия, и эти действия привели к многомиллионным потерям в евро государственным предприятием Антонов. Суды продолжаются до сих пор. И эта информация очень достоверная. Вчера был в Гостомеле. Еще раз посмотрел на наши самолеты и убедился в том, что уничтожение многих самолетов было преднамеренным. Заметил очень интересный факт. 28 числа февраля на снимке видно, что самолеты Ан-26, Ан-140, Ан-28 стоят рядом с друг другом недалеко от самолета Ан-22. На снимке 15 числа, 15 марта, видим, что на этом месте сгоревшие остатки Ан-28 и Ан-26, Ан-140 куда-то пропал. Затем я посмотрел в уголок нашего аэродрома, увидел перетянутый наспех Ан-140. Наспех почему? Потому что в результате перемещения самолета было повреждено вертикальное оперение, которое до сих пор находится в крыле самолета Ан-22.
Поэтому можно сделать вывод. Человек, который производил уничтожение этих самолетов, имел на руках методичку. Было написано уничтожить Ан-26, Ан-28. А между ними очень рядом стоял Ан-140. Он говорил, Ан-140 в методичке нет. Значит, надо его оттуда убрать. Потому что других указаний не было. Вот такие не очень сложные выводы, которые можно сделать из данной ситуации. Плюс еще самолет Ан-22, который прострелен гранатометом, ну, к примеру, РПГ, с левого борта на правый. И выстрел, естественно, сделан вдоль поверхности Земли. То есть это никакие не бомбы, не ракеты, ничто. А это, опять же, выстрел произведен специально для уничтожения самолета. Далее, пока собирались отъезжать, на глаза попались остатки рашистского непотреба. Вот тут вы увидите кухню. Это, по всей видимости, передвижная кухня. А написано Тыва. Тыва. О, оттуда Кожугетович, точно. Это он прислал. Еще зашел вовнутрь самолета Ан-124 82-2009. Он имеет вот такой вид. 82-2009. Вот. Пробоина. Фюзеляж изнутри. Ну вот. Как-то горел. И вот выгорел. С этой стороны очень много дыр в фюзеляже. А теперь посадка самолета Ан-225, которая выполнена 24 апреля 2020 года в городе Алматы. Смотрим. По просьбе подписчиков пишем посадку Алматы. Дневное, еще светлое время суток. Удаление 20 по километру. Есть захват. Есть захват, пошел разворот. Шасси выпущены только закрыты. Кран нейтрально. Зеленые горят. Смотрим тормоза. Смотрим. Alpha Delta Bravo 583 Foxtrot contact. Норма. Correction. Бакс, норма. 10 miles from touchdown, contact tower 119.4. 119.4. На первую. На первую. На первый. Закрылки 25. 583 Foxtrot, tower, good day. 9 miles from touchdown, continue approach runway 05 right. Выпускаются синхронно. Continue approach 583 Fox. 16 удаление. Закрылки 35. 35 выпускаю. Нажимаем. Что там ведет? Да-да-да. Не очень. Ну, сейчас посмотрим. Потерпим. Хорошо. Читаем карту. Справа не горит. Не горят. Слева не горят. Заканчиваем карту. Выполнили. Закрылки. Закрылки, предстрелки. 35-17. Шервик, Шерен. Посадка. Рукой вперед. Вертикально. Рабочая. Рычаг интерцепт. 0 ПТИ. Перепуск воздуха. Включен. Фары. Выпущены маунт. Тихо. Foxtrot, wind 200 degrees, 2 meters per second. Clear to enter runway 05 right. 5905 right, enter on 583 Fox. Разве что. 200 градусов 2 метра. Что еще по карте? Фары, осталось? фары. Выпущены, включены? Выполнены полностью. Хорошо. Путевая 305. Да. 8 отлично. меньше. Так, 8 удаления. Хорошо. Так, для съемки. Ну да, я понял. Ну что, хорошо идете? Километров высота 330. Высота 300. Стабилизировано. Подтверждаю. Удаление 5, высота 260. А чуть-чуть поддержи, так, добавь, потому что сейчас чувствую.
4 километра. 210. Фар посадочный. Включу. Хорошо. ПМГ. 3 километра. 170. 150. Полосу наблюдаю. Решение садимся. 2 километра. 120. Высота 100. 100. 90. 80. 70. 60. 60. Минимум. Полсотни. Пусть так стоит. 40. 30. 20. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0 реверс. 220 скорость. Интерцептор 210. 6 зеленый горит. 190. Режим реверса, максимальные параметры в норме. 170. 100 полсотни. Реверс 0. 130. Слава Збройним силам України, слава Україні і смерть ворогам. Я точно знаю, що обов'язково далі буде. До завтра. Пока.